И выходит так, что мы здесь находимся для того, чтобы излучать энергию. Я вначале уже сказал, когда мы приходим туда, а на самом деле здесь мы находимся как проекция. И все, что происходит у нас в мыслях, оно более материальное, чем у нас на физике. Все, что происходит у нас в судьбе, где-то там, на тонком плане, а на самом деле на более плотном плане, то оно более серьезное и реальное, чем мы здесь. И, как говорит Сет, что вы во сне более настоящие, чем здесь, в физическом мире. И квантовая физика подтверждает, что мы на 99 там и куча после запятой девяток являемся пустотой. А в этой пустоте основа – это плотный эфир, который обладает безумно огромной энергетикой. Но чем мы интересны, мы этой энергетикой можем управлять относительно наших ограничений, в которых мы находимся. И поэтому мы являемся источником энергии, пропуская через себя этот эфир, создавая его категоричность, то есть вибрации, и тем самым на этих вибрациях могут строиться другие миры, потому что мы являемся источником, скажем так, активизации, заземления, а точнее утоньшения эфира и создания в этом мире каких-то событий, которые на самом деле менее существенны, чем те, которые находятся там в плотном мире. Но отсюда, из этого тонкого плана, то есть с гомеопатией, мы можем воздействовать на тот плотный мир намного сильнее, чем тот плотный мир может воздействовать на нас. Наверное, я вас немножко перегрузил, но поэтому будем продолжать дальше. Выходит так, что когда мы уходим в мысли формы, наша физика и наша событийность начинают страдать, потому что мысли более плотные, они затягивают в себя наш тонкий мир, и тогда здесь перестают быть деньги, здоровье, возможности, желания, интересы, и мы находимся там. Поэтому я говорю, что есть упражнения, которые мы можем делать с закрытыми глазами, а есть упражнения, которые нам обязательно нужно делать с открытыми глазами. Поэтому я предлагаю, когда вы о чем-то мечтаете, мечтать через ощущения с открытыми глазами, наблюдая меньше за образами, которые приходят, и больше за состояниями, ощущениями, которые вы хотите получить в момент того, когда эти образы-события будут с вами происходить. Потому что любые события есть лишь ингредиент того, чтобы мы испытали определенное состояние во время происхождения этих событий. Так вот, когда нам нужно выйти на определенные уровни восприятия мира, открытости и спокойствия, то нам очень болезненно выдирают из жизни законы, блокирующие нам эту жизнь. А эти законы выглядят лишь как зацепка за результат и зависимость от мнения других людей. Если мы начинаем зависеть от мнения своего, при этом оно для нас является не то, что должно произойти, а то, что я хочу испытать в момент того, когда это происходит, и пусть происходит не то, что я хочу, а то, что мне даст возможность испытать то, что я счастлив и получаю удовольствие, и чтобы я был в унисон с программой, и в этом случае мы начинаем быть достаточно инертными, но при этом получаем то, зачем сюда пришли. То есть, смотрите, наше планирование не является основой. Основой является наше эффективное получение счастья и удовольствия перед тем и во время того, как, и после того, как, когда мы что-то там запланировали, отпустили и пронаблюдали за тем, как через нас реализовалась программа. И чем меньше у нас будет категоричности, а это значит эмоциональности, а это значит прошлого, тем эффективнее зайдет будущее, а так как место освобождено, то это будущее максимально реализуется и создаст условия, чтобы мы получили максимум счастья и удовольствия, а это значит проявили то, что пришло из будущего в виде чувства и проявилось в настоящем. Мы это прожили полностью, оно исчезло, и тогда на исчезнувшее пустое место приходит новое, от чего мы тоже получаем удовольствие. И в принципе это до бесконечности, только с нарастанием возможностей и способностей, и наша задача за них не цепляться. И, к сожалению, мы никогда не сможем радоваться, гордиться, только по одной простой причине, что для нас это будет как само собой разумеющееся, и поэтому, когда вы здоровы, вы ничего не испытываете. Вы не знаете, где почки, вы не знаете, где печень, вы не знаете, как болит голова, вы не знаете, что такое усталость,
Вы не знаете, что такое боль в коленях. Вы просто знаете, что у вас есть организм, которым вы пользуетесь, и он прикольно все делает то, что вы хотите. И в принципе, когда кто-то говорит, что у меня болит голова, вы задаете ему вопрос, как это может болеть голова? Это же кость.